Добрый день, дорогие девы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу большой гороскоп на эту весну. Весна действий, поэтому присаживайтесь поудобнее. Будем с вами планировать март, апрель и май 2025 года. Да, дорогие, это подекадный гороскоп, поэтому я буду отдельно рассказывать для дев первой декады, второй и третьей декады. Да, ребят, девы первой декады — это те, кто родился в августе, девы второй декады, кто родился с 1 по 10 сентября, и девы третьей декады, кто родился с 11 сентября и до знака зодиака Весы. Ну что, мои дорогие, знаю, что у вас ответственный период жизни, поэтому один из первых выходит ваш гороскоп. Да, если вы смотрели большое видео «Кармический гороскоп» или знаете свой прогноз на 2025 год, то знаете, что я везде говорила, что вот сентябрьский коридор затмений, который у нас был в 2024 году, это такая маленькая репетиция марта 2025 года. Поэтому если вот у вас сентябрь прошлого года был такой активный, динамичный, особенно это могут сказать девы третьей декады, да, ребят, то сейчас, конечно же, будет, я бы так сказала, та самая вечеринка, к которой мы готовились полгода, да? После того коридора затмений у нас была осень силы, потом у нас была зима эмоций, и вот у нас весна действий, все в закономерности. Да, дорогие девы, еще у нас 12 января кармические узлы перешли как раз-таки в ваш знак, и южный узел идет как раз-таки по девам. И первую половину 2025 года очень актуальна история вообще всех кармических уроков, вопросиков и задач для дев как раз-таки третьей декады. Вторая половина 2025 года для дев второй декады. И для дев первой декады очень важные кармические задачи, уроки будут в первой половине 2026 года. Поэтому здесь, дорогие, вспоминайте все, что было с вами осенью 2024, и давайте будем разбираться в этом коридоре затмений, потому что у нас с вами по плану, у нас с вами март. И я вот стараюсь все-таки с радостным лицом рассказывать гороскоп, да, но я прекрасно понимаю, что там, где будет хорошо девам, например, второй декады, девам третьей декады будет сложно. И наоборот, где будет хорошо, в каких моментах девам третьей декады, будет совершенно непонятно для дев первой декады. Поэтому, да, ребят, я про каждое событие, как каждое событие на небе, буду рассказывать именно для каждой декады. То есть я рассказываю про события, как это событие играет на каждую декаду дев. Потом рассказываю полностью весь месяц, потому что я хочу сказать, что эта весна, здесь такие большие, мощные отрывки времени. Обычно я делю гороскоп на полнолуние, новолуние, и вот между ними всегда такие какие-то важные моменты. То скажу, что эта весна, она такая мощная. Здесь самые яркие полнолуния и новолуния будут в марте, а в апреле и в мае мы не заметим полнолуние с новолунием. У нас будут другие эмоции, у нас будут другие аспекты, которые будут нами руководить. Поэтому скажу, что там полнолуние и новолуние будут не столь интересны и не эмоциональны, да? Поэтому, ребят, рассказываю каждое событие. В конце, естественно, выводы по каждой декаде дев, чтобы максимально из минусов сделать плюсы, восстановить свой эмоциональный фон, сделать как можно больше, чтобы это вылилось в продуктивность, да? Чтобы без каких-то потерь, без лишних скитаний, вот, фаз страданий личных наших эмоциональных, да, на которые мы все любим иногда вот повариться, да? Поэтому давайте продуктивно, четко, по плану, по деве будем сейчас работать, да. Ребят, у нас сегодня, буквально 2 марта, на небе случилась ретроградная Венера. Ретроградная Венера у нас со 2 марта по 13 апреля 2025 года. Ретроградная Венера у нас начинает свое движение
в Овне, то есть когда мы амбициозные, когда мы стремимся, когда мы хотим выровнять свое финансовое состояние, составляющую, да. Венера про внешний вид, мы хотим что-то в себе изменить. Венера это про любовь, мы хотим добиться цели, мы хотим страстных отношений, мы хотим романтики, мы хотим искры, но будет получаться так себе во всех этих историях. Не говорю о том, что получится плохо, нет. На момент ретроградности Венера будет в классном аспекте с Юпитером, поэтому самый амбициозный будет получаться у вас, да. Ни в коем случае не переживайте, что там история какая-то недостижимая. Ретроградная Венера это период времени, когда нам необходимо подумать о своих отношениях, пересмотреть, возможно, в них какие-то нюансы, которые нам не нравятся, потому что Венера в основной своей массе отвечает как раз-таки на тот вопрос, нравится нам или не нравится, комфортная нам жизнь наша или некомфортная, уровень достатка, составляющая именно нашей стабильности, да, и это тот момент, на который мы очень часто в жизни не обращаем внимания, а хочется. Иногда мы просто устаем, и весна у всех была, зима точнее была у всех эмоциональная, поэтому здесь, конечно же, нужно посмотреть на свою жизнь, нравится, не нравится, и если это не нравится, надо менять. Потому что будет очень много сильных аспектов у нас в апреле, в которых необходимо как раз-таки действовать, да? Но на период ретроградной Венеры у нас накладывается в середине марта, с 14 марта, ребята, у нас коридор затмений. Коридор затмений начинается с полнолуния в Деве. Чувствуете, да, мои дорогие? Полнолуние в Деве. И этот момент очень сильно почувствуют как раз-таки девы второй декады, да? Полнолуние в Деве. И нужно очень честно, максимально сказать, чего хочется, от чего устали. Потому что вообще, в принципе, кармические задачи дев на ближайшие 1,5 года – это отказаться от всего того, что в жизни вам не нравится, что надоело, от чего вы устали, что вы мозгом понимаете, вам не дает стимул к развитию, то есть где уже не получается, да, вот как было раньше, уже не подходит, не годится, не нравится, не получается. Это может не говорить о том, что вы специалист, например, плохой. Если какая-то сфера начинает провисать, нужно понять почему. Так вот, необходимо как раз-таки понять почему. И коридор затмений у нас начинается с 14 марта, заканчивается 29 марта. Плюсом скажу так, что в этот коридор затмений, пока он идет, необходимо к его концу четко вот эту работу над ошибками проделать, потому что у нас на убывающей луне коридор затмений. И здесь как раз-таки новое желательно ничего не начинать, желательно как раз-таки разбираться в своих воспоминаниях, моментах, которые не получаются, где непродуктивно, где не нравится в работе. То есть, и если работа вам не нравится, то есть не нравится по каким-то своим личным показателям, хочется другой зарплаты, хочется оттачивать какие-то свои новые навыки, хочется поднять социальный статус в том числе, потому что для каждой декады дев абсолютно разные задачи будут на эту весну. И здесь, конечно же, у дев первой декады здесь необходимо прям таки идти в новое, идти в развитие сейчас, потому что сейчас это будет на таком приятном гармоничном переходе, да? История заключается в том, что летом придет Уран, он поменяет знак, уйдет в Близнецы и будет как раз-таки делать квадратуру к девам, к Солнцу Деве в первой декаде. Поэтому здесь, ребята, там уже будут очень резкие перепады, резкая смена окружения, резкое обнуление в работе, в карьере. И поэтому, если вы подумаете об этом сейчас и начнете как-то к новому приобщаться, будет очень даже хорошо. То есть весной в прямом смысле необходимо новое начинать, да, или хотя бы вот в этот март необходимо думать, чего бы вам хотелось нового. Вы понимаете, я думаю, интуицией чувствуете, да, что вот как раньше уже не будет и хочется по-новому. Думаете, что
может быть это не то, может быть совсем не так. Ну так, ребят, необходимо вот. Я всегда за то, чтобы пользоваться инструментом астрологии и идти на опережение вот этих сложных каких-то моментов, событий, которые могут случиться, да, и уже себе подстелить такую тростиночку. Здесь новое окружение, здесь новая работа. Возможно, у кого-то будут новые отношения, будут пересмотрены отношения. Это я еще про дев первой декады говорю, да. Поэтому здесь посмотрите, что вы ищете в отношениях, какие вы хотите, чтобы они были. Я не за то, чтобы бросать эти отношения, которые у вас есть, особенно если вас связывает очень многое в этих отношениях, в браке, в семье, дети, совместные интересы, но вы понимаете, что как-то у вас все пошло не так, вот разонравилось, как-то все стало вялотекуще. Во-первых, есть уже большое видео «Любовный гороскоп», посмотрите, да, там я рассказала про как раз-таки кризисы, когда наступают определенные транзиты, и у нас случаются проблемы в отношениях. И когда проходит, естественно, транзит, уходит, и как будто бы все само восстанавливается. Да? На самом деле это мы стараемся к этому моменту что-то изменить. Да? Или же не стараемся, тогда выходим из этих отношений. Но любая компенсация всегда, когда хочется нечто нового, да, постарайтесь в этих отношениях внести нечто новое, изюминку, и тогда у вас все будет хорошо, чтобы не менять отношения. Я думаю, если вас с партнером связывает очень много, это девы первой декады, тогда у вас должно случиться очень даже хорошо. Девы второй декады на эту весну скажу, что у вас такая очень мощная история, если вы, конечно же, поборетесь со своими страхами, поборетесь со своими амбициями и претензиями, да, то есть свои нереализованные амбиции не будете выплескивать на своих близких, вторых половинок, тогда у вас должно получиться как минимум ваша реализация, социальная реализация, либо же это популярность, либо новый виток, обучение чему-то, либо же это поездки, либо же это переезд, либо же это расширение не только в профессиональной деятельности, но и расширение в семейном плане, потому что сейчас как раз-таки Сатурн шел по рыбам и делал оппозицию к вам, дорогие девы, второй декады, поэтому мысли о стабильной жизни, о комфортной, о новом социальном статусе, о новой недвижимости, возможно, у вас были, и тогда, да, как раз-таки у вас будет такое желание яркое, интересное это проявить, это сделать, и в эту весну я вам советую, конечно же, максимально начать это внедрять или хотя бы продвигаться к тому, что вы хотите, да. Ну и девы третьей декады, конечно же, вас максимально штормит. У вас период такой достаточно сильный, ответственный. Он скоро закончится. Вот этот сильный, мощный шторм. Все девы, которые мне пишут третьей декады, говорят, что когда уже вот перестанет трясти. Ребят, перестанет трясти через труд, потому что вот сейчас как раз-таки в марте заступает Сатурн третью декаду рыб и будет делать оппозицию к девам третьей декады, к Солнцу, да, а это когда мы через труд что-то делаем, что-то внедряем, перестает трясти, да, но при этом здесь еще и Уран в последней декаде Тельцов делает классный аспект. Ребята, внедряйте новое. Идите в новое, идите в развитие. Обычно на таких аспектах люди меняют работу 100%, меняют направление, либо же в работе внедряют нечто новое. Кто-то переезжает, кто-то продает недвижимость, кто-то покупает новую недвижимость. Тоже хорошие аспекты, хорошие покупки, хорошо начать дело вести онлайн, по-новому, то есть уходят какие-то старые, застарелые вот эти моменты в голове, на которых очень много лет жили, развивались, да, и сейчас вот прям хочется вот прям вот все перечеркнуть и начать заново. Это нормальная история для вас, девы третьей декады. Немножечко будет жаль, конечно же, потому что Нептун идет в последних градусах рыб, и вот те девы, кто родился на стыке рядышком с весами, здесь эмоционально вот так поддавливает, чувство внутренней тревоги, а вдруг не получится, кто-то скатывается в депрессивное состояние. Не надо, подождите, это все пройдет, потому что у нас, почему я перечислила вот эти такие важные моменты для дев первой, второй, третьей декады, да, потому что вот
вот эту историю нужно вот до конца коридора затмений, до конца марта вот понять, понять, чего хочется, потому что у дев каждой декады совершенно по-разному работают, да, аспекты. Конечно же, есть общие моменты, но в целом для каждой декады дев есть разная важная составляющая, да, которую необходимо, вот если сейчас поймете в марте, осознаете вот эту историю, тогда апрель сложится совершенно по-другому, да. Потому что у нас, ребят, 27 марта у нас еще Лилит меняет знак, Лилит с весов переходит в Скорпиона, а значит будет делать аспект к девам первой декады. Очень сильно, ребят, будет на вас влиять, копайтесь в своих страхах, будет желание ничего не делать из того, что нравится здесь, потому что еще будет Уран же оттеняет аспектом Фани, да, и ближе к лету будет ощущение того, что начинает трясти, разрушаться вот мир, да, это все только для того, чтобы идти вперед. Необходимо идти вперед, ребята, и события девы первой декады вас будут максимально к этому подгонять. То есть не только дев третьей декады штормит, вообще, в принципе, всех дев штормит сейчас, и это нормально. Вы на ближайшие 1,5 года, у вас такой большой, мощный, жирный план, это как раз-таки отказаться от того, что вам не дает идти к развитию. И как раз-таки коридор затмений – это вот та самая эмоциональная вот временная история, да, с 14 по 29 марта. Это как раз-таки когда все вот эти вопросики будут как оголенные провода, напрягать, разрушать, постоянно будут события, заставлять принимать решения, захочется делать не то, что хочется. Плюсом мы помним, у нас со 2 марта ретроградная Венера, с 15 марта у нас еще ретроградный Меркурий, который тоже в Овне, которым нам захочется всем доказывать и говорить, что все неправы, мы сами лучше знаем, потому что эмоции зашкаливают, да. Плюсом у нас еще заканчивается коридор затмений, да, и у нас 30 марта у нас Нептун меняет знак, он из Рыб переходит в Овна. То есть это очень эмоциональный месяц, поэтому я вот там вам говорю, что если вы собрались в марте планировать что-то, ребят, неважно какой вы декады, 1, 2 или 3, просто пишите себе приземленный список. Вот прям четко, глобально, можно прям даже на полгода, на год, на 1,5. Кстати, если вы смотрели видео «Кармический гороскоп для дев», в конце видео прикреплю. Кто смотрел, тот знает, кто не смотрел, посмотрите после этого гороскопа, да, распланируйте свое время, распланируйте свои эмоции, я бы так сказала, потому что эмоциональный интеллект очень сильно будет нужен, перемолотить вот эти все эмоциональные качели, потому что, понимаете, не только вас может штормить, не только у вас мир меняется, но меняется и у людей вокруг. И все знаки зодиака по-своему переживают вот эти трудности, кризисы, да. Поэтому март будет очень сильно эмоциональный. И да, мы перешагиваем так плавненько в апрель, да, но у нас коридор затмений заканчивается полнолунием, новолунием в Овне, да, 29 марта у нас новолуние в Овне, и это история того, что уже мы будем настолько агрессивно претензионными, да, что нам захочется кричать, ворчать, быть недовольными, да, но эмоций будет столько, что, скорее всего, не хотелось бы допустить очень много слез, потому что там еще и Нептун меняет знак, и здесь необходимо справиться со своими эмоциями, потому что все те, кто справится со своими эмоциями, говорит о том, что потом, конечно же, немножечко отходить мы все будем от этого коридора затмений. При этом еще, ребята, у нас события в мире тоже будут случаться. Необходимо смотреть на эти события, конечно же, все понимать, но действовать согласно своему плану. Помните все, что вы написали для вас, для вашей семьи, ваши ценности, что для вас важно, куда вы идете, куда вы стремитесь, что вы хотите изменить для того, чтобы в своей жизни что-то улучшить. Потому что если каждый человек будет улучшать свою жизнь и по чуть-чуть подниматься по лестнице вверх, да, в социальной, тогда все остальные люди будут тоже куда-то стремиться. Поэтому мы убираем хаос, мы начинаем четко планировать. Это очень сильно важно в том времени, куда мы идем. И да, апрель месяц у нас
До 7 апреля ретроградный Меркурий, поэтому нам, конечно же, захочется, и естественно, да, у нас 29-30 марта и ретроградная Венера, и ретроградный Меркурий из Овна возвращаются снова в Рыб, и вот мы все на эмоциях, да. Здесь очень важно держать себя в руках, очень четко смотреть на свой план, потому что до 7 апреля у нас ретроградный Меркурий, но он уже в Рыбах. И до 13 апреля у нас ретроградная Венера и тоже в Рыбах, причем все это добро находится в Рыбах, и Сатурн, и Северный кармический узел, и Венера, и Меркурий, и Нептун тоже близко, но он уже все-таки в начале апреля уже будет в Овне, но все-таки это вот такая мощная комбинация, парад планет, да, парад планет, но у нас почти каждый год парад планет случается, это говорит о том, что скопление планет в определенной точке, и эта точка очень яркая. Нептун, да, сосредотачивает вокруг себя, вокруг смены как раз-таки знака. Овен и Рыбы, знаки, которые очень сильно будут эмоционировать, причем эта эмоция будет очень сильно давить и на Весов, и на Дев. Поэтому, да, если ваши вторые половинки вот где-то рядышком с вами дни рождения, да, поэтому понимайте, что их тоже будет максимально штормить. Вот так, обнимашки, понимание. И да, закончится вот эта история, я бы хотела сказать, что 13 апреля, но нет, ребят, у нас там дальше, с 13 апреля. Помните все нашу осень 2024 года? Осень была, у меня даже гороскоп был осень силы, да, потому что у нас на небе был очень такой мощный аспект, это Марс в Раке в оппозиции с Плутоном. Так вот, ребят, с 13 апреля 2025 года этот аспект начинает снова работать. У нас буквально на днях 24 февраля ретроградный Марс в Раке развернулся. Теперь он у нас опять директный, но он идет опять снова в Раке. И будет как раз-таки делать оппозицию с Плутоном. Что такое аспект Марс-Плутон в оппозиции? Это аспект действий, когда необходимо делать действия. Это аспект бизнеса, это аспект больших денег, это аспект боевиков, сложных ситуаций. Помните осень силы, да, но я говорила, что осенью особо ничего не случится, да, когда у нас главы государств как раз-таки в этот точный вот аспект вот этой оппозиции разрешили применять ядерное оружие, и это было очень страшно. Это правда было очень страшно. Так вот, сейчас у нас будет очень знакомая ситуация. Конечно же, мы все вот так вот держим кулачки. Мы понимаем, что, естественно, эмоции зашкаливают, да, но мы понимаем, что в этот аспект нужно делать как можно больше и делать не разрушительное, потому что захочется очень много сделать чего разрушительного. Я всегда за продуктивность, я всегда за то, что если вы не знаете, что делать, занимайтесь спортом. Неважно, какая вами будет двигать эмоция, здесь главное делать добрые дела, здесь главное заниматься спасением, здесь главное, не можете спасти кого-то, спасайте себя. Это самый классный момент в жизни. Спасайте себя, свое тело, свой организм, свои мысли, свой бизнес, свою работу, свою жизнь, свои отношения. То есть здесь, ребят, каждый что выбирает, в зависимости от того, куда в ваших транзитных картах попадает вот эта точная оппозиция, где она будет работать. И да, этот аспект у нас будет целый месяц, с 13 апреля по 12 мая. Оппозиция Марс-Плутон. Плюс точное его соединение как раз-таки у нас попадает, ребят, неделя с 18 апреля. Здесь у нас попадает не просто Марс-Плутон в оппозиции, здесь у нас еще другая оппозиция Солнце-Лилит, и получается на небе такая большая конфигурация, очень сложная, очень тяжелая, называется большой квадрат или же большой крест. Я не запугиваю. Эта конфигурация, если ее расшифровывать, да, Лилит — это всегда наши страхи, когда нам очень страшно. При этом Лилит уже в Скорпионе, Солнце уже движется к Тельцу, да, то есть уже это будет как раз-таки из Овна переходить в Телец, и все-таки, да,
Я за то, что мы все-таки за комфорт, я за то, что мы все-таки за стабильность, что аспект успеет из агрессивного Овна выйти все-таки в спокойного земного Тельца, да, за то, что мы все-таки все договоримся и не будет каких-то резких движений. Но напряжение будет достаточно сложное, поэтому в этот момент жизни не зависайте в эмоциях, в этот момент жизни постарайтесь сделать как можно больше тех важных продуктивных моментов для себя. И сейчас я как раз таки для дев каждой декады расскажу, что именно необходимо будет сделать. И да, ребят, нам, конечно же, будет казаться, что все как-то сложно, все как-то непонятно, но все-таки, ребят, все-таки девы третьей декады, максимально старайтесь внести новое в свою жизнь, да, максимально больше связей, максимально много оптимизма, это правда так. Здесь, конечно же, я скажу, что вот эта вот большая конфигурация будет как раз таки на вас влиять продуктивно. То есть и здесь история своего бизнеса, движение в карьере, социальный статус, то есть здесь будет очень большая такая сильная эмоция на фоне даже событий, которые будут случаться, да. Здесь именно если вы не пойдете в развитие, в профессиональное, в бизнесе, не в деньгозарабатывание, тогда не ругайтесь с близкими. Захочется, не надо, от этого не будет ничего хорошего, тогда лучше просто занимайтесь спортом, но без вреда для своего организма, потому что осторожнее будьте с костями, потому что Сатурн все-таки находится еще в оппозиции к Солнцу, да. Вот такая история. И я все-таки рассчитываю, что девы третьей декады, вот эти апрельские события будут вас заставлять зарабатывать больше. И это нормальная такая история, для вас очень продуктивная. Все события, которые будут к вам, девы третьей декады, приходить в апреле, вот максимально вот их собирайте и максимально гребите, да, то есть нельзя останавливаться, потому что это очень мощная, сильная конфигурация будет вами двигать, и это хорошо. То есть очень часто меня спрашивают бизнесмены, например, когда же будет вот этот момент, когда необходимо прям вот очень классно стартануть, большие деньги. Я говорю, вот в этот момент он сложный, он такой прям чувствуется вот это напряжение, которое не отпускает. Но это в том числе и такая творческая, большая творческая энергия, которая увлекает заниматься вот таким делом мощно и масштабно. Поэтому, девы третьей декады, у вас только вперед, у вас только развитие и ускорение. То есть не бойтесь ускоряться. Девы второй декады, постарайтесь как можно меньше предъявлять претензий и кого-то винить. Постарайтесь максимально, очень сильно и честно себе отвечать на вопрос, что где-то вы не доработали. Если вы не переехали, у вас сорвалась сделка, у вас проблемы в отношениях, не кто-то виноват, а сами виноваты. Нужно с мудростью отнестись к этому периоду, не разрушать отношения, не разрушать работу и посмотреть, где нужно проверить что-то в документах, потому что помним, что у нас был период ретроградного Меркурия, и здесь очень четко важно, нужно проверять именно документы, потому что будут, естественно, несостыковки для того, чтобы максимально мы сагрессировали, да. А Юпитер, который как раз-таки сейчас из Близнецов делает квадратуру к девам второй декады, максимально выводит из колеи, максимально нагнетает обстановку. Хочется сказать, что все неправы, все специально меня тормозят, все специально косячат. Нужно просто разобраться, ребята. Мудрость и точность. Ну и терпение, конечно же, без этого никуда. И ускоряемся, тоже ускоряемся, делаем быстро. Девы первой декады. У вас, ребята, я скажу так, что этот аспект, который как раз-таки у нас вот Марс, Плутон, и вот эта вот большая мощная конфигурация, вам будет немножко страшно. Страшно идти в новое, страшно идти вперед. Постарайтесь вспомнить своих предков, постарайтесь вспомнить своих родителей с точки зрения тех моментов, которые сейчас происходят в вашей жизни. То есть это проблема в личных отношениях, либо это проблема профессионального роста. Скорее всего, это будет профессиональный рост, хотя у дев первой декады очень сильно
сложная история именно в родительских отношениях. Почти у всех дев, у родителей сложно, у дев первой декады, ребят, да, у тех дев, кто родился в августе. Сложные родительские отношения, или же если родители всю жизнь, например, живут вместе, но вы не можете построить свои отношения, посмотрите, что же вас отталкивает в отношениях родителей. Почему вы пытаетесь все сделать наоборот, супротив? Почему у вас не получается в личных отношениях? То есть вот эту историю, то есть здесь нужно очень сильно посмотреть на родительско-детские отношения, и от этого и в работе у вас плохо, понимаете? Вы боитесь идти в новое, у вас очень сильно много страха, потому что Лилит-то уже в Скорпионе, а значит делает секстиль к Солнцу дев первой декады. И, ребята, здесь до лета, хочу сказать, необходимо очень сильно много поработать, потрудиться, потому что уже в июне Юпитер из Близнецов перейдет в Рака, и будет очень классный аспект удачи для работы, реализации в социальном плане. Да, там, конечно же, у нас в июле Уран перейдет в Близнецы и будет прям дев уже первой декады заставлять, вот прям очень сильно, мощно заставлять двигаться вперед, даже через не хочу, через не могу. Я поэтому, собственно, ребята, забегаю вперед и рассказываю об этих моментах, которые необходимо вот сейчас все делать. Иначе зачем нам астрология? Для того, чтобы заглянуть пораньше и посмотреть, как можно скомпенсировать все те возможные сложности, которые могут быть. А уж какие именно у вас сложности, это я могу сказать, основываясь на ваших дата времени и место рождения. Потому что, ребят, общий гороскоп я вот сейчас рассказываю и так по декадам. А то, что лично, и у вас еще свои личные транзиты на домарных сетках, я вот этого точно вам сказать могу только, когда я открою ваши натальные транзитные карты. Поэтому здесь с пониманием не все может совпадать, поэтому я такой разбег по событиям и даю, что может у вас меняться, где может быть не так совершенно, да. Поэтому понимайте, что 100 из 100 редко у кого может быть, да. И да, у нас вот такой апрель, последние 2 недели, то есть 3-я и 4-я неделя апреля, очень сильные, очень эмоциональные, будут сильно фонить события конца октября и ноября 2024 года. То есть все те же самые моменты будут сейчас. И вот сейчас подумайте, это я говорю всем девам, 1-й, 2-й, 3-й декады. Вот прям сядьте и честно себе скажите, получилось ли у вас тогда решить все те вопросы, которые вы хотели сделать? И честно себе скажите, что если не получилось, это неплохо. Это вот сейчас у нас второй шанс взять свои силы, самообладание, уверенность, да, собрать все свои нервы и больше не распыляться, не распылять свои нервные клетки, да, и пустить все это в продуктивное русло, объективно и точно. Что хочется? У каждой девы, каждой декады совершенно разный потенциал, совершенно разные цели и взгляды, да, там, на ближайшие 3 месяца, на полгода, год, на 1,5. Это правда, и это нормально. Не может всем хотеться одинаково, да. В каждый момент времени мы все хотим разного, даже если мы одного знака зодиака. Это реально правда так. И это нормально. И, ребят, смотрим. То есть вот такой у нас вот мощный, да, март вроде как мы хотим сделать, да, но мы как-то варимся, вот у нас такая история, когда снежный ком вот этих эмоций наваливается, мы хотим что-то сделать, у нас не получается, мы в этом варимся. И нужно постараться в марте максимально закрыть все вот свои истории прошлые, да, связанные с работой, связанные либо в отношениях закрыть вопросики, которые не нравятся, либо финансовые истории, долги, которые есть, это нужно разобрать. И тогда в апреле уже будут силы, особенно вторая его половина, делать, идти вперед, двигаться мощно, активно, амбициозно. Почему говорю? Потому что, ребята, у нас 4 мая Плутон уходит в ретроградное движение. Да, Плутон уходит в ретроградное движение, и здесь, конечно же, все те моменты связаны с нашими большими финансами, деньгозарабатыванием, потенциалом, умением проходить сложности и кризисы, какие-то такие сложные, большие, трансформационные, да. То есть мы вернемся к своим прошлым таким вопросикам, к прошлым страхам, моментам трансформации, где мы не смогли изменить себя, да, подстроиться под ситуацию, выплыть из нее,
потому что все ситуации нам даются несколько раз, да, то есть аспекты действуют примерно около 2 лет, цикличность, то есть там месяца 4 аспект очень сильный, мощный, напряженный, потом несколько месяцев перерыв, потом опять, то есть ретроградность большой планеты, да, там большая петля, очень много эмоций, действий и сил, и то есть и таким образом где-то 3 раза мы возвращаемся в эту историю, кому повезет 2, ну тогда это 2 очень интенсивных момента решения вопроса. И здесь понимаете, что если не получилась осенняя история вырулить свою жизнь, то вот сейчас само то. Не просто так я назвала это видео «Весна действий». Ребят, необходимо действовать, идти вперед. Да, где-то страшно, потому что Лилит будет в прямом смысле говорить: нам страшно, мы не можем, зачем, родители не смогли, бабушки с дедушками не смогли, а мы-то куда собрались полезть? Так вот, если ваши предки не смогли, и вы об этом часто думаете, тогда 100% вам надо. Это реально так, потому что не просто так в нас есть страхи, и мы специально рождаемся у тех людей, у которых были похожие страхи, для того, чтобы вот оно так к нам генетически перешло. Поэтому, да, ребят, у нас глубоко на подкорке, естественно, плюсом это еще впаяно в воспитанием с нами, естественно, как же мы должны, страхи должны максимально нас тормозить, да, иначе если бы всем все было давалось легко, мы бы никто не ценил тот путь и то, куда мы хотим прийти, да, поэтому здесь история такая: цените свои страхи и понимайте, что это не настолько страшно, но в этом необходимо разобраться и идти вперед. Эта весна требует от нас действий, и да, 4 мая у нас ретроградный Плутон начинается, он, естественно, до осени, классика, он у нас до октября, поэтому эта история, как обычно, у нас на 5 месяцев, мы ни скулечки не переживаем по этому поводу, каждый год у нас одно и то же, в мае начинается, в октябре заканчивается, да, и такое состояние, когда мы будем возвращаться немножко назад в своих таких сложных моментах трансформации, но это неплохо. Это неплохо. И да, у нас май для того, чтобы мы максимально, здесь скажу, что уже в мае приходит Юпитер, который вот девы 3-й декады, если вы ничего не сделали ни в марте, ни в апреле, тогда придет транзит Юпитера с квадратурой, и будет состояние максимального недовольства, будет ощущение, что вот мир несправедлив, что не получилось, что это плохо. А если вы и в марте, и в апреле будете прям действовать, да, как я люблю говорить, следовать по алгоритму. Мы с вами идем в мир алгоритмов 100%, и с июля 2025 мы все это ощутим, а с 2026 года так вообще, да. Поэтому здесь, конечно же, мы еще такой в переходной фазе, но все же. То есть, если вы, девы 3-й декады, до мая месяца не сделаете все, что вам хочется, да, смолодушничаете, то тогда придет такое сожаление, претензии, нереализованные амбиции, захочется ругаться, злиться со всеми. И май тогда пройдет совершенно не на тех эмоциях, то будет состояние, что вас постоянно кто-то накаляет, что что-то не так, что что-то не то, и это будет такой сложный месяц, да. Не будьте сложными, будьте полегче, и тогда май для вас будет с профессиональной точки зрения такой как раз взлет, да, тогда вот эти минусы станут плюсами, тогда это наоборот будут не претензии, это будут плюшки, если вы шли в популярность, тогда это оно, не портите себе репутацию ни в коем случае, захочется девы 3-й декады ворчать настолько, что можно испортить себе репутацию, не портите, не ругайтесь, репутация для вас будет в мае крайне важна, постарайтесь тогда удержаться на плаву, чтобы не потерять лицо, понимаете, да? Девы 2-й декады, здесь, конечно же, в мае необходимо максимально честно идти вперед, максимально честно говорить себе, где не сделали, почему не сделали. Аспект ушел, да, такой претензионный,
но совсем скоро придет другой аспект, который будет как раз-таки на движение прям взлет, наверх, захочется нечто новое узнать, в обучение в какое-то вписаться. Нормальная история для вас, дорогие. Необходимо как можно больше внедрять действий, навыков, потому что у вас и это девы второй декады, и лето будет продуктивно, это так, и осень, ну и вообще, в принципе, уже нужно идти вперед как раз-таки в то самое расширение. Поездки, путешествия, как минимум социальный статус свой выравнивать, к этому идти для того, чтобы события этого года как раз-таки, ну, складывались вот эти возможности, да, чтобы не было у вас вот этого сожаления, вот этого такого грустного настроения, когда вроде как у всех все хорошо, а у меня нет. Не надо так. Будет все хорошо, если вы будете действовать, будете идти вперед. Здесь в работе главное план. План и движемся, движемся, ребята. Страхи будут очень сильно тормозить. Разбирайтесь со своими страхами. Ну и девы первой декады. Здесь скажу, что, ребят, май будет для вас активным, будет для вас продуктивным, будет движение вперед, будет ощущение, что вот где-то моя удача ко мне пришла, да, где-то вот она близко, но еще раз говорю, необходимо начать идти, двигаться вперед, потому что у нас все-таки большие изменения будут еще в мае, ретроградный Плутон, это я сказала, и 25 мая 2025, да, красивая дата, у нас Сатурн меняет знак, он из Рыб выходит в Овна. Здесь вздыхают, конечно же, девы, в принципе, дев второй декады уже сейчас, в марте перестанет, да, трясти Сатурна, а дев третьей декады вот как раз-таки в этот момент, в конце мая, перестанет трясти Сатурном, то есть если у вас было ощущение, что вы пахали, и этому не было остановки, тогда вот эта эмоция уйдет эта эмоция. Но у нас еще следом, чуточку дальше, 10 июня Юпитер из Близнецов поменяет знак, войдет в Рак, и здесь, конечно же, почувствует вот эту нотку активности движения девы, как раз-таки первой декады, девы третьей декады, ребята, будете чувствовать чувство нереализованности, если вы в эту весну ничего не сделали. Поэтому максимально давайте двигаться вперед. Потому что, да, вы мне скажете, ну Юпитер добрая планета. Правда, Юпитер добрая планета. Здесь максимум, что мы можем себе сделать, поругаться с близкими, испортить репутацию, вложить много денег, неоправданные покупки совершить, да, потратить очень много, упустить все возможности, потратить вот это время, да, на ссоры. Но следом у нас в июле 7.07 в красивую дату у нас Уран меняет знак, переходит в Близнецы и будет делать, конечно же, к девам первой декады квадратуру. И здесь, конечно же, ребят, начнет трясти. Будет трясти немножечко всех дев, больше всего дев первой декады. Будет такое ощущение разрушения мира, в котором живете. Да? Поэтому здесь нужно до этого момента подготовить себе почву, чтобы не было вот этого разрушения. Наоборот, уже идти в новое, переключаться на новые возможности, не бояться отпускать старое, прошлое, понять, что все, вы этим насладились. И, конечно же, самое классное для этого время – это март. Вот самое классное время марта 2025, чтобы распрощаться со всем старым, с отношениями, с проблемами в отношениях, понять, что вы так больше не хотите, и сказать своей второй половинке честно: я хочу вот так, да мне вот так нравится, да вот мне как-то вот я живу, и мне все перенравилось, да, захотелось совершенно по-другому. Озвучьте это, скажите это честно, да, у вас будут какие-то эмоции, да, вас будет штормить, но зато это будет правда, это будет та самая правда, которая будет помогать вам двигаться и вперед. Поэтому, да, дорогие девы, для того, чтобы пройти достойно и очень классно эту весну, необходимо иметь честность, искренность, потому что корень слова искренность – это искра, да, когда мы говорим вот то, как есть на самом деле у нас в душе, у нас так немножечко загорается искра. Это искра счастья, это наше солнце, когда мы живем и говорим и озвучиваем, как мы хотим. Девы очень классный, полезный знак.
очень красивый знак зодиака, очень честный знак зодиака, но когда искренен. Да, правда может всем не нравиться, но это проблема других людей, правда она такая, какая есть. Да, можно сказать, что правда у всех своя. Нет, правда вот она такая, просто все ее воспринимают по-разному. Поэтому будьте искренни этой весной, в этом марте, я вам хочу сказать, девы первой, второй и третьей декады. Искренне с собой, со своими близкими, вторыми половинками. Искренне на работе. Но на работе понимаете, что здесь все-таки есть момент изменения своего социального статуса, здесь момент репутации, поэтому здесь будьте немножечко еще не сколько хитрее, сколько уметь лавировать в обстоятельствах, да, потому что необходимо все-таки понимать вот эту тонкую грань. Лавируйте в обстоятельствах, честно и достойно проходите все эти сложности, трудности, да, и постарайтесь максимально сохранить свое лицо, свою репутацию. Это в профессиональном плане, в личных отношениях будьте искренни. Тогда все сложные моменты вы переживете, завершите и закроете в марте. В апреле вы активно начнете действовать, идти вперед, даже через страхи, даже понимая всю ответственность. Вы просто будете понимать, что как раньше вы просто не хотите, вам надоело. И тогда май будет абсолютно продуктивным движением вперед. Смена планеты. Сатурн – это планета такого социального статуса, продуктивности. Если мы идем вперед в развитии, честно, четко, на честолюбивых началах, при этом девы третьей декады, внедряйте нечто новое, новая работа, новые навыки, таланты, знания, все только в плюс. У дев первой декады без этого будет сложно, то есть на старом просто уже ничего работать не будет, да? У дев второй декады на Юпитере, но максимально не нервно, не ругайтесь, не злитесь, понимаете, что если у вас чего-то нет, значит это не мир плохой, а вы сами где-то чего-то не додумали, с мудростью не подошли к вопросу. Нужно увидеть картинку шире гораздо, да? То есть глобальнее, чтобы себе вот эти моменты, которые в жизни нужны, докрутить. И да, ребят, и тогда к лету мы подходим совершенно на других эмоциях, совершенно с другим потенциалом, и тогда все кармические вопросики будут проходить в совершенно других началах. Я же, дорогие девы, первой, второй и третьей декады, желаю, чтобы у вас все получилось, да? Для вас, помните, очень важно это отказаться от моментов, которые вас отягощают, не дают идти вперед, да. И я не скажу вам выходите из отношений, особенно если у вас в этих отношениях очень много эмоций, лет жизни, да. Постарайтесь внедрить нечто новое в этих отношениях, и тогда на новых эмоциях идите вперед. И это будет очень хорошо, это будет очень классно, потому что все-таки у нас 2025 год – это сложный год, когда мы будем максимально терять связи, но нам необходимо максимально капитал связи расширять. То есть постарайтесь не растерять близких друзей в силу своих эмоций. Не надо так, да? Постарайтесь как можно больше людей вокруг себя объединить. Сила в людях, ребят, сила в людях. Будьте честными, будьте счастливы и делайте то, что делает вас счастливыми. Вот такой гороскоп для вас, дорогие девы. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях. Я постараюсь ответить. Не обещаю, что на все, ребят. Особенно если вы писали в каких-то других видео, оставляйте вопросы здесь. Я уж точно тогда увижу, что вы не один раз писали, и постараюсь ответить. Как раз таки отвечаю на те вопросы, которые уже очень много мне писали, я почему-то проглядела. Ну что, ребят, желаю вам продуктивной весны. Весна у нас действий, и сидеть просто так уже нельзя. Все, мы уже поэмоционировали, силу свою выработали, теперь только вперед, только действуем, и все будет хорошо. Но увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.